Я на темной парковке, где даже воздух пропитан жутью, как в старом Roblox хорроре, а это значит только одно. Сегодня я иду на самую дикую подработку, устраиваюсь в придорожную шаурму, где буду готовить пищу богов и выживать, прячась от монстров и убегая от призраков. Сейчас узнаем, смогу ли я отработать хотя бы пару смен в этой жуткой забегаловке и обмануть монстров, а также потом сравним, кто страшнее окажется: демоны, прячущиеся во тьме, или злая мама после родительского собрания. А перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, это очень поможет мне продолжать снимать видео. Загрузившись на карту, первая ночь встретила меня голосом из телефона, который рассказал мне небольшой гайд по шаурме, а также предупредил, что некоторые правила могут меняться изо дня в день, так что мне стоит быть осторожным. Также он сообщил, что сегодня ко мне должен прийти странный человек, которому я должен отдать колу, иначе буду уволен. Еще он сообщил, что сейчас какие-то проблемы с электричеством, так что нужно быть осторожным, ведь некоторые светильники могут выключаться, но его можно починить, покопавшись в электрощитке на заднем дворе. Дальше появился первый клиент, которому я начал готовить шаурму. Я заранее уже прошел обучение, чтобы не тупить с готовкой, так что я уже знал примерно, как готовится шаурма. Я взял лаваш, положил его на стол, затем взял с вертеля курицу и свернул в рулон, после чего отдал заказ Нубику. Правда, ему не очень понравилось то, что я приготовил, так как я забыл положить салат, так что пришлось все снова переделывать. Свернув новый ролл, я отдал его первую шаурму и смело вычеркнул ее из списка. Затем мне осталось отдать ему еще одну такую же шаурму и дать ему 2 колы. Начал я, конечно же, с шаурмы. Открыв холодильник, я достал напитки и швырнул в Нубика 2 банки, после чего он довольно ушел, и я решил приготовить еще одну шаурму заранее, чтобы не тратить время. Как назло, следующему клиенту салат как раз был не нужен, поэтому я отложил свой вкуснейший сверток с хрустящей шаурмой и принялся готовить лаваш без нее. По пути я немного уронил свою шаурму, но правило 5 секунд никто не отменял, так что я отдал свой кулинарный шедевр и принялся повторять его дважды. Отдав пепси-колу своему заказчику, который ушел по своим делам, я задумался, зачем ему целых 3 шаурмы. Закрыл холодильник, и тут ко мне пришел новый клиент, которому я сразу отдал газировку и сделал еще 3 шаурмы. Внезапно свет отключили, и я отправился чинить провода на задний двор, заодно подышав свежим воздухом и передохнув от душных клиентов. На заднем дворе я покрутил квадратными руками какие-то провода, и свет починился, и я вернулся к себе на кухню, где меня уже ждал скример и новый клиент. В этот раз все было проще, просто одна шаурма и всего лишь одна газировка, так что я все быстро сделал. А если вы тоже хотите поиграть со мной в шаурму или в другую какую-то игру в Роблоксе, то можете подписаться на мой телеграм, там мы иногда играем с подписчиками вместе, ссылка в закрепе. Следующий квадратноголовый очень проголодался, так что пришлось ему готовить целых 3 шаурмы и газировку. Я спешил изо всех сил, что даже лаваш у меня выскользнул из рук. Но я не расстроился, тут совсем недавно мыли полы, всего неделю назад, так что у нас тут почти стерильная обстановка. Отдал колу и доделал последнюю шаурму, после чего начал ждать следующего клиента. Сначала свет снова замерцал, и я испугался, но потом все наладилось, и ко мне пришел какой-то челик с очень кислой миной. По опыту я уже знаю, что с такими заказчиками связываться не стоит. Этот челик явно хочет оставить мне 1 звезду на Яндекс.Картах, так что я сказал, что у нас кончилось мясо, и в качестве утешения дал ему бесплатную газировку, и он ушел. Дальше все было как обычно, снова заказчик, снова шаурма. Кстати, вы поставили лайк? Поставьте уже, и подписку не забудьте с колокольчиком, так вы точно не пропустите новый ролик. Я закрыл холодильник, чтобы не напускать тепло, и принялся готовить шаурму про запас, как тут уже пришел следующий посетитель. В этот раз я угадал с заказом, так что быстро отдал ему шаурму с газировкой, и он ушел. Наверное, он даже удивился, что у нас такой сервис, он еще не успел зайти, а я уже прочитал его мысли и сделал заказ то, что он хотел. Вторая ночь началась со звонка по телефону. Привет, рад видеть вас. Я имею в виду, что вы не сдались. Круто. Вам действительно нужны эти $200 и бесплатная шаурма, как я вижу. Здесь мы сделали несколько улучшений. Мы добавили помидоры. На сегодня они не слишком большие, да. Но есть реальная причина. Помнишь, я сказал тебе, что правила подвижные? Так, слушай внимательно. Близнецы могут приехать сегодня. Они приедут один за другим. Второй близнец потребует точно такой же заказ, как предыдущий. Но есть одна загвоздка. По какой-то причине маркеры не работают, когда второй близнец находится поблизости. Это означает, что нужно повторить заказ по памяти. Надеюсь, что ваша память хорошая. Ах, и еще. Мы изменили мясной вертел, и он... странный, я скажу. Если он двигается и дышит, бегите в задний двор и ждите, пока он не остановится. Сделайте это без каких-либо вопросов, хорошо?
Выслушав босса, я снова взял капусту и отправился готовить шаурму, но теперь с помидорами. Выполнив первый заказ, свет снова отрубили. Парковка снова погрузилась в кромешную тьму, где тени подозрительно шевелятся, как в дешевом хорроре. Конечно же, мне ничего не оставалось, как снова топать на задний двор. Починив электричество, я снова вернулся на кухню, где меня уже ждал мой новый посетитель, серая летающая девушка. Она ничего не говорила, так что я сначала не совсем понял, что ей было нужно, поэтому я попытался накормить ее шаурмой, но она есть ее почему-то не захотела. Но затем я заметил вот такую записку на прилавке, так что я внимательно ознакомился с ней и ничего не понял. Она написала что-то на английском, типа сказала позвонить ей вечером. Конечно, она не совсем в моем вкусе, так что я еще подумаю. Затем я скрутил еще одну шаурму, и ко мне пришел мой новый клиент. Я отдал ему 2 колы, и он ушел. Выполнил еще один заказ, и ко мне пришел какой-то мужик и нахамил мне. Такого я терпеть не намерен, поэтому я решил проучить его и плюнул ему в шаурму, а потом решил позвонить своей подружке. Но связь была не очень хорошая. Не совсем понял, что она сказала по телефону, но надеюсь, все в силе. Выполнил еще заказ для бекона и решил положить упавшее мясо в холодильник, чтобы не испортилось. Потом ко мне пришел еще какой-то грустный челик, и я тоже накормил его шаурмой, чтобы он не грустил. Видите, что бывает, когда долго не ешь шаурму. Затем пришел какой-то мужик с усами, но ничего не заказал, так что я ему сделал то же самое. Еще один заказчик, на этот раз шаурма с курицей и помидорами. Окей, бро, не проблема. Затем свет замерцал, и мое мясо начало разговаривать. Я сразу понял, что я переработался, так что вышел на улицу подышать свежим воздухом. Вернувшись на кухню, меня уже ждал новый клиент, который заказал 2 шаурмы и кока-колу. Если честно, пацаны, я до сих пор не понял, почему эту игру называют хоррор. Ничего страшного я тут не увидел, кроме лампочек, которые глючат чаще, чем мой старый ПК на заводских настройках. Все, что тут происходит, чисто бытовуха. Клиенты нудят про салат, свет трубают, как в квартире студии по программе «Доступное жилье». Это ж не монстры, а типичные фейлы из моей реальной жизни. Хотя ладно, это всего лишь 2-й день, может на 3-й поползут настоящие твари, а не просто тени от вертела. Итак, я наконец-то скрутил 2-ю шаурму для бекона. Осталось отдать ему только кока-колу. Опять свет отключили. Да что ж это такое? Это же не Among Us, чтобы тут в потемках выживать. Вернувшись со двора, на кухне меня уже ждал новый бекон с очередным заказом, и я снова продолжил рутинную работу, обслуживая клиентов изо всех сил. Вы все еще живы? То есть, имею в виду, привет, друг. Нам поступило несколько отзывов от наших клиентов, поэтому мы добавили несколько новых начинок и напитков. И да, правила изменились. Слушайте внимательно и не забывайте их. Если свет потухнет, спрячьтесь под столом посередине и закройте глаза. Не открывайте их до того, пока свет снова зажжется. И последний. Вы можете почувствовать, что что-то капает сверху. Ни в коем случае не смотрите вверх. Продолжайте выполнение заказов, как обычно, и ждите, пока все прекратится. Вы знаете, я согласен с вами, эти правила странные, но, наверное, вы уже привыкли. До свидания, на сегодня все. Наконец наступил 3-й день моей шаурмечной жизни. Кухня теперь как настоящий фудтрак из Roblox мечты, забитая начинками по самые уши, от классики до экзотики, чтоб даже веган не отвертелся. А вот и первый клиент. Отлично, теперь все на английском. Я стою и пялюсь в экран, как в том меме про китайскую инструкцию без Google переводчика. Ничего не врубаюсь, мозг кипит, а руки чешутся слепить хоть что-то. О, реально айран добавили? Вот это одобряю. Теперь шаурму можно тюнинговать по-новому. Кроме салата и помидоров, можно теперь засунуть даже огурцы, сыр и картошку фри, чтоб ролл вышел не просто едой, а полноценным челленджем. Я расстелил лаваш и решил все-таки попробовать что-то сварганить, но сколько бы я ни пытался без переводчика, я все-таки не справился, так что пришлось немного потупить. Затем пришел следующий клиент, и его заказ был намного проще, так что я сразу справился. Всего-то надо было скрутить 2 несложных шавы и отдать 2 напитка. Потом пришел бекон и заказал целых 3 шаурмы. Я разобрался с его заказом, и свет снова отключили, так что в этот раз мне пришлось прятаться под столом. Затем свет починился, и я продолжил обслуживать клиентов, как ни в чем не бывало. Принес картошку из морозилки и отдал напитки. И ко мне пришел снова какой-то сектант, так что я его тоже решил угостить своей сушеной шаурмой, и он ушел. Потом ко мне вообще пришла какая-то тощая наркоманка, так что я жалился над ней и сделал ей очень большую шаурму со всеми ингредиентами, чтобы она хоть немного набрала жирка.
Потом у нас прохудился потолок, и с потолка начала капать какая-то серая жижа, но я не обращал внимания, как меня и просили. Вообще, под конец третьего дня заказы стали реально сложные, и в одиночку увозить их было реально сложно. Лишняя пара рук мне сейчас реально бы не помешала. Надеюсь, я заслужил лайк за такие старания. Еще один заказ выполнен, а вот и следующий гость. Лови. Блин, опять света нет. Окей, уже лезу под стол. Не знаю, почему я попался, вроде жмал на кнопки. Ну ладно, спасибо за просмотр, ссылка на телеграм в закрепе. Всем пока.